Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбалка с братьями Билан, и с вами наша постоянная рубрика «Облови себя вчерашнего». Ну что, наконец-то настал этот новый сезон 26 года, и время поговорить о правильных приманках, друзья. Идет, смотри. Есть! Ой-о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 й. Это именно оно. Ай-яй-яй-яй-яй, огромная рыба села, Артур. Друзья, ну что, начнем. В этом ролике мы поговорим о топ-3 приманки на головля с AliExpress, которые должны быть в вашей коробке. Эти приманки удивили нас год назад, 2 года назад мы с ними познакомились и реально получили массу удовольствия от ловли. А самое главное, что они очень креативные и их можно использовать на весь теплый сезон, пока клюет голавль. Друзья, и начнем мы этот рейтинг приманок с AliExpress с такого классического кренка в размере 36 мм. Я считаю, и мой брат считает, что данный воблер должен быть в коробке у каждого головлятника. И я считаю, что это самый универсальный воблер, с которого можно начать рыбалку. И даже если у вас есть только одна приманка на головля, в идеале это должен быть такой воблер-кренк. Классический воблер-кренк с заглублением от 0,4 до метра позволяет облавливать разные глубины, перекаты, также приямки за перекатами. Такой вот классический натуральный цвет очень хорошо ловит круглый год. У данных моделей воблеров очень классные полетные характеристики. Его можно точно и четко подавать под нависшие деревья, перебрасывать большие перекаты. И я вам скажу, что это воблер реально универсальный. Что касается проводок, то данный воблер легко подавать как и вверх, так и вниз по течению. Но один классный момент, это если вы работаете вниз по течению, то его круто удерживать именно на струе, забросить приманку в нужное место, заглубить воблер и дать воблеру самому колбаситься по струе. И это очень нравится крупному головлю. Кренки имеют очень крутую геометрию, что позволяет ему делать правильные колебания, которые нравятся рыбе. Он хорошо удерживает струю и очень круто летит, что позволяет ловить в самых разных условиях, будь то маленькая речка или это большой перекат. Да, я повторюсь, данный воблер, я считаю, должен быть в коробке у любого спиннингиста-головлятника. Особенно рекомендую начинающим спиннингистам, которые хотят охотиться за этой рыбой, взять на вооружение и приобрести данный воблер, так как я считаю, это воблер-разведчик на головля. Итак, следующее место хит-парада приманок на головля занимает вот эта вот очень крутая креативная приманка. Стрекоза или шершень, я не знаю, как ее называть, но в общем крутое насекомое и очень крутая геометрия. Друзья, я познакомился с этой приманкой 2 года назад, и я вам передать не могу, какие я эмоции испытал при ловле на эту приманку, так как все поклевки происходят именно на поверхности. За счет этой геометрии приманка создает классные колебания, реально подобно насекомому, упавшему в воду, которая пытается своими крыльями как-то подняться, как-то взлететь. И голавль, чем сильнее анимация, тем быстрее и ярче поклевка головля происходит. Я думаю, вы видели в наших роликах, также здесь будет вставочка. Ну, реально достойная приманка, очень креативная, с такой очень интересно ловить рыбу и получать эмоции, ну, намного круче, чем на классические приманки. Друзья, когда же лучше применять данную приманку? Все-таки это теплое время года, это лето. Ну, в лучшем случае, наверное, конец мая, когда рыба вся стоит уже в поверхностном слое и активно питается у поверхности. Когда перекаты зарастают травой и голавль активно охотится у поверхности. Что касается минусов данной приманки, то это, конечно, ее полетные характеристики. Так как за счет этой геометрии она часто колбасится в воздухе. Но в основном она летит всегда четко. Особенно круто ловить на узких речках, где не нужен дальний заброс, где вы легко подаете под нависшие деревья. Особенно под нависшими деревьями. Эта приманка делает просто такой шум в воде, я вам передать не могу. Поэтому рекомендую иметь ее, если вы уже насладились кучей поклевок головлей на классические приманки, там колебалки, воблера, то эту приманку нужно обязательно иметь. Это говорю вам я, как реально головлятник с опытом, поэтому берите на вооружение.
Друзья, и третье место в хит-параде приманок на головля. Хит-парад наших находок, новых классных креативных приманок. Это вот такой вот жук. И знаете, я расскажу вам такую предысторию. Я думаю, все когда-то в детстве ловили на майского жука. Или как минимум хотели половить на майского жука. Но никогда его не было под рукой, его нужно было где-то ловить. И всегда мы откладывали эту рыбалку в длинный ящик. И мы так тоже с братом поступали много времени. И вот, наконец-то, мы нашли ту приманку, которая максимально заменит на майского жука. Максимальная имитация, правильный размер и куча правильных натуральных расцветок. Эта приманка имеет силиконовые усики, которые позволяют на легких шевелениях вашей удочкой создавать анимацию подобно майскому жуку. Реально, вот, друзья, голавль не даст соврать, он атакует просто что бешено эту приманку. Когда вы создаете эти легкие шевеления на поверхности, поклевки происходят молниеносно. То мне нравится, что этот жук оснащен правильным качественным тройником, и в принципе реализация здесь приближается к 100%, хотя вы знаете, что на поверхностные приманки очень часто происходят сходы. Но в данном случае голавль прицельно, хорошо глотает его, и вы наслаждаетесь обалденной поклевкой с поверхности. И в основном это трофейная рыба, которая стоит осторожно, и только натуральная имитация заставляет ее клюнуть. Друзья, мы с братом давно продвигаем и развиваем тему поверхностной ловли головля на искусственные приманки. Мы очень часто, и вы видели наши старые ролики, ловим на силиконовые неогруженные приманки, но в них часто не хватает чего-то. Ну, в первую очередь, это полетных характеристик, так как забросить силиконовую приманку на неогруженном крючке под ту сторону довольно-таки сложно. И вот, наконец-то, мы нашли приманку, которая, в принципе, позволит сделать все то же самое и при этом будет создавать ту правильную анимацию. Здесь нету никакой лопасти, нету никаких лишних элементов. Здесь есть только тело и силиконовые лапки. Позволяет хорошо и качественно забросить нашу приманку под нависшие кусты. И анимация удочки создать ту правильную анимацию, тот эффект падающего, перепуганного насекомого, жука, майского жука. Как хотите, так и называйте. Голавль не разбирается, кто упал в воду. Он его будет съедать. Что касается времени, когда лучше всего использовать данную приманку, то это, конечно же, теплая вода. Это лето, это конец мая, это теплый май, когда голавль стоит у поверхности, активно питается насекомыми. И очень круто проявляют себя поверхностные приманки именно в вечернее время, когда солнышко уже садится, голавль выходит на охоту, выходит под нависшие деревья, выходит на перекаты. И, в общем, этот воблер подарил нам кучу классных поклевок, особенно в прошлом году. Я думаю, в этом году также подарит. Поэтому берем на вооружение эту находку, которая круто работает. Друзья, все приманки мы оставили у нас в описании, чтобы не было много вопросов, где купить, как называется, мы все сделали для вас. А с вами был канал Рыбалка с братьями Билан. Мы продолжаем делиться секретами, находками, техниками. Подписывайтесь.